Всем привет! Вы на канале iModelist. И сегодня мы будем смотреть обзор новинки фирмы Звезда, немецкий сверхтяжелый танк Маус в 72 масштабе. Да и вообще еще два будущих моих ролика будут посвящены новинкам фирмы Звезда. Это будут обзоры на Т-70 в 35 масштабе и А-320 Neo в 144. Но это потом. А сейчас Маус. Рекомендованная стоимость набора составляет 1490 рублей. Но, чтобы сгладить горесть от этой цифры, мы предлагаем вам при покупке Мауса в нашем интернет-магазине iModelist полимерный ствол на него, и декаль в подарок, а также скидку 30% на дополнение к этой модели. О самых интересных допах я расскажу в конце данного ролика. И скидку в 15% на любой следующий заказ. Длина собранной модели будет составлять 14 сантиметров, а количество деталей в наборе 91. Фотографии собранной модели мы можем посмотреть на обратной стороне коробки, а вот почитать о прототипе модели уже почему-то не можем. В открытой коробке мы можем увидеть пакеты с литниками, инструкцию, схему окраски модели, и декаль. Начну с того, что данная модель собирается без клея. Но я бы вам очень посоветовал взять клей и собрать ее с помощью клея. Так будет лучше. Это точно. Panzerkampfwagen 8 или мышь спроектирован под руководством Фердинанда Порше. Является самым крупным по массе танком, когда-либо воплощенным в металле. Боевая масса его почти 189 тонн. Было выпущено всего 2 экземпляра. В боевых действиях участие не принимал. Сейчас сохранился только один экземпляр, собранный из двух, и находится он в техническом центре Парк Патриот. Ванна корпуса танка у модели выполнена в одну деталь, и она совершенно не впечатляет своими размерами, но это благодаря конструкции ходовой части. А в наборе всего 2 литника с деталями, всего 91 деталь. Но это очень мало, и процесс сборки предполагает быть очень коротким. Литник номер 1. Детали корпуса танка, башня, ствол. Сначала мы хотели выпустить сетки для этой модели, но из-за конструкции модели выполнить их в металле не представляется возможным. Нужно очень много выпиливать или даже выгрызать из пластика. Не стоят они того. И хочу сказать, что и набора фототравлений к этой модели также не будет. Ну, за исключением лестницы, которую мы ждем изо дня на день. Башня танка перед вами. Люки, естественно, все есть. Крышки люков выполнены в одну деталь с башней, поэтому открыть их не получится. На этом литнике из интересного есть еще, конечно же, орудие. Маска. И сам ствол, который выполнен, что очень чудесно, в одну деталь. А что очень ужасно, с нерасверленным дулом. Поэтому наш подарок будет в самое яблочко.
Порядковый второй литник, и он же последний. Детали ходовой части, балансиры, катки, звезды. Топливная бочка выполнена из двух половин, но детализация неплохая, для 72-го масштаба, конечно. Ряд катков выполнен в одну деталь. Хорошо, что они не прорезиненные, а то красить было бы жестью. Внешние катки отлиты каждый отдельно. Балансиры также выполнены, ну как бы слово подобрать, выполнены группой. Траки пластиковые, но не наборные. Всего 4 ленты, по 2 на каждую сторону. Очень жесткие, на мой взгляд. Не знаю, как они себя поведут при сгибе, а сгибать их нужно будет. Хотя нормально согнутся, есть специальные прорези для этого. Нет следов толкателей на внутренних частях, что очень и очень замечательно. Декаль. Опознавательные знаки в виде цифр не нужны на этой модели. Но есть и есть. Кресты и надпись «МАЗ» с мышкой понадобится. Ну, если красить по инструкции. Инструкция черно-белая. Нет, как и на коробке, информации о прототипе. Нет содержимого набора. Короче, без прелюдий, по-брутальному. Шаги по сборке и все. Ничего лишнего. Схема окраски и нанесения декалей цветная, на один вариант. Показан только один вид с правого бока, хотя вторая страница листа пустая. И по комплектации модели я закончил. Напомню, что при покупке данной модели сейчас мы дарим ствол и декаль. А сейчас я вам покажу интересные дополнения к этой модели, которые уже есть на нашем складе и готовы вас порадовать. Лот под артиклом MM72002. Башня Хеншель. Дополнение. Специально разработано под модель фирмы Звезда. А внутри там тоже кое-что есть. Ствол идет, естественно, в комплекте. Стоимость позиции 945 рублей с учетом скидки на предзаказ модели. И лист декали в подарок. Лот под артиклом MM72003. Самоходная зенитная установка Flak Panzer 2х57. Стоимость позиции 819 рублей с учетом скидки на предзаказ модели. И лист декали также в подарок. Лот под артиклом MM72004. Боевая машина поддержки танков Big Light Panzer 6х20. Стоимость 819 рублей с учетом скидки на предзаказ модели. И также с декалью. И лот MM72006. Если вы хотите сделать маус, с небольшим эффектом повреждения.
то вот вам разорванный стандартный ствол пушки. 189 рублей за все удовольствие. А есть еще и набор красок фирмы Pacific 88 за 420 рублей. И обвес на танк Маус с орудием Flak 3 за 1323 рубля. Мы сделали, что смогли. Дальше только ваша фантазия и ваши золотые руки. Приобрести данную модель и все дополнения к ней вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами временно попрощаюсь, но буду на связи в комментариях. Спасибо за внимание, ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.